Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наташа, и в этом видео мы с вами рассмотрим тренды Insta-Stories этой весны. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной и давайте скорее начнем. Первый тренд, про который я вам расскажу, это, конечно же, прописной текст. Чаще всего его делают с помощью программы Procreate на iPad и с помощью Apple карандаша, но есть другой выход. У меня, например, это такой стилус и приложение Procreate на телефоне. Я вам покажу сейчас, как я рисую в нем, и также покажу вам альтернативу, если же вы не хотите покупать программу Procreate, или же вы хотите создавать, например, на Android в приложениях Over, Bazaart или же PixArt. Для этого давайте перейдем в Procreate на телефоне, создаем любой слой. У нас автоматически стоит белый фон. Если же я пишу, например, белым цветом, то цвет фона я могу поставить какой-либо другой, например, черный, чтобы было намного удобней. Выбираю кисть. Большинство кистей я скачивала в интернете. Они есть как платные, так и бесплатные. В принципе, выбора очень много, поэтому тут вы определяйтесь сами. Выбираю кисть и пишу тот текст, который я хочу. Например, good morning. Далее, чтобы его сохранить, мне необходимо скрыть нижний слой и сохранить изображение в формате PNG, для того, чтобы фон сохранился прозрачным. Вот, и в принципе все. Далее в своей фотопленке я его копирую. Вот здесь есть скопировать фото, и когда я перехожу в Stories, у меня предлагает автоматически добавить наклейку. Вот и все, собственно, текст добавлен. Дальше уже можете добавлять в свою сторис все, что хотите. И давайте посмотрим, как же это сделать в других приложениях. В приложении Bazaar для того, чтобы создать рисованный текст, нам необходимо создать новый холст. В принципе, любого размера. Далее мы выбираем пункт «Рисовать». И здесь у нас есть встроенные стандартные фломастеры. Мы выбираем любой, который нам больше нравится, выбираем цвет и также пишем по такому же принципу, как я только что показала в Procreate. Далее мы сохраняем изображение, нажимаем «Поделиться», выбираем «Еще» и сохраняем изображение на наше устройство. Почему я автоматически не сохранила? Потому что оно тогда сохраняет с белым фоном, который нам не нужен. Перехожу в фотопленку, нажимаю «Скопировать фотографию», и автоматически у меня вставляется мой рисунок. Здесь есть, конечно, водяной знак, его можно, если что, удалить, потерять в другом приложении. Это не проблема. Главное, чтобы вам был понятен принцип, как вы можете добавлять письменные надписи своими руками в ваши сторис. Следующий тренд — это Stories, где практически все пространство занято текстом, с какими-либо переносами, дополнениями. Это может быть более крупный, более мелкий текст. Я не думаю, что стоит показывать, как они создаются, потому что если вы владеете фотошопом, вы можете создавать такие Stories там. Если же нет, вы открываете любое приложение на телефоне, в котором вам удобно работать, будь то Canva, Over, Bazaart, все что угодно, и просто на однотонный фон накладываете текст в тех шрифтах, которые вам, собственно, нравится. Следующий тренд — это круглый текст и какие-либо круглые объекты. Здесь показываю вам пример, и давайте попробуем создать такой круглый текст. Для этого нам необходимо перейти в приложение Over. Оно есть и на iPhone, и на Android, поэтому вы можете спокойно, не переживать, пользоваться. Создаем на прозрачном фоне. Можно на белом, если вам удобно, или подставить какую-то фотографию. Выбираем текст, пишем, давайте «Привет», «Доброе утро». Выбираем какой-то шрифт, давайте, например, такой. И далее нам необходимо выбрать стиль и снизу перелистнуть на Curve. И начинаем крутить. Здесь вот вы можете скрутить прямо на 100, но тогда краюшки текста полностью вплотную прилегают друг к другу. Это не совсем красиво. Можно поставить примерно на 99. Ну, покрутить немного ползунком. В принципе, все. Дальше вы уже выбираете, какой вам нужен цвет, тень, размер шрифта. Для того, чтобы дополнить сторис какими-либо графическими элементами, фигурами, нам необходимо перейти в приложение Bazaart. Также создаем новый слой. Выбираем любого размера и листаем. Вот у нас здесь есть формы.
и вы можете выбирать любую форму, которая вам необходима, например, там контуры какие-то, можно добавить и полностью закрашенные фигуры. Здесь вот есть интересные такие кляксы, которые были популярны примерно в начале этого года, а сейчас они еще остаются на плаву. Есть даже мазки, в которых вы можете просто поменять цвет, чтобы ваш текст на сторис был более читабельным, например, но вы не хотите выбирать вот эту подложку для текста. Конечно же, вы не могли не заметить тренд на размытие, на блюр. Мы можем сделать его в приложении VSCO, в Over и в BuzzArt, и давайте все покажу по порядку. Для того, чтобы добавить блюр в приложении Over, нажимаем на плюсик, добавляем, например, давайте сделаем белый фон. Также я добавляю изображение. Далее мне необходимо растянуть его на весь экран, на весь холст, либо же могу оставить так. Но давайте, чтобы было видно, растягиваем. И далее листаем снизу, и вот у нас есть пункт Blur. Смотрите, как красиво размывает. Отличный будет фон для ваших сторис. Для того, чтобы размыть изображение в программе BuzzArt, мы открываем фотографию, нам нужно ее выбрать. Далее мы переходим в пункт «Коррекция», «Корректировать» и листаем вправо. И вот здесь у нас есть пункт размытия. Здесь оно более сильно размывает, чем в приложении Over, но, в принципе, мне кажется, что того размытия блюра в Over может быть достаточно, в зависимости от того, какой у вас текст, либо же какое у вас заднее изображение. Также добавить размытие мы можем в приложении VSCO. Для этого открываем фотографию, выбираем второй пункт «Редактировать» и листаем в конец вправо. Здесь есть размытие. Во-первых, оно есть радиальное, и также есть линейное, то есть вы можете какую-то часть изображения размыть, как, например, по бокам у меня сейчас размывается изображение, либо же вот я кругом поставлю, например, будет в каком-то месте четко, все остальное изображение размытое. Это очень интересный такой прием, если вы хотите сделать акцент на какой-либо детали в вашей сторис. И последний тренд, про который я вам сегодня расскажу, это, конечно же, добавление зерна. Мы будем это делать с помощью мобильного приложения Lightroom. Перед этим давайте я вам покажу интересный лайфхак. Для этого мы добавляем какое-то изображение в Instagram Stories, выбираем кисть и благодаря палитре долго держим пальчиком и можем выбрать любой оттенок, который вообще нам нравится, который нам подходит по стилистике. И если мы долго подержим на экран, у нас, конечно же, закрашивается все изображение. Далее мы можем сохранить его себе на телефон и переходим в Lightroom. Я уже добавила изображение в Lightroom. Далее мне необходим пункт «Эффекты». И в самом низу у нас есть пункт «Grain». Если мы будем его добавлять, у нас добавляется шум. Мне кажется, что достаточно будет примерно на 40, чтобы не переборщить с этим зерном, чтобы не было слишком много этих шумов. Но в целом очень аккуратно добавляются шумы, появляется у фона некая такая текстура, и в принципе точно так же вы можете добавлять шумы к своим любым фотографиям. Вот, и можете использовать этот фон в сторис. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на канал, и мы будем видеться с вами чаще. Спасибо за просмотр и пока-пока!